В этом видео я выдам всю базу про насыпной воск. Что это такое, как это использовать, зачем и почему это круче, чем кажется. Вы когда-нибудь хотели сделать свечи своими руками, без всей этой мороки, с кастрюлями, термометрами и каплями воска на кухне? Это не просто воск, это насыпной воск. Иногда можете найти название как песочный воск, жемчужный или даже снег. Он натуральный, без запаха, не дымит и не коптит. И главное, с ним можно делать свечи хоть одной рукой. За минуту, без огня, без риска. Если честно, раньше я не любил делать свечи. Все это нагревание, термометр, следи за температурой, капли воска по всей кухне. Мне это не нравится. Мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Столько мороки ради одной свечки. А еще потому, что я рукожопый. Нормальный мастер за 10-30 минут сделает свечу в зависимости от ее сложности. У меня на это уйдет полдня. Плюс мне это откровенно не нравится. Я так чувствую. Но свечи я люблю. И в один момент мне попался насыпной воск. Я помню, как насыпал его в винный бокал, просто вставил фитиль, зажег, и я залип. Это было офигеть как красиво, а главное подозрительно просто. Слишком просто. Я день первый ничего не понимал. Знаете, это был тот момент, когда ты находишь что-то свое, что-то, что не требует навыков, и у тебя это сразу получается и приносит очень много удовольствия. Candela Sand – это насыпной воск. Он состоит из натуральной стеариновой кислоты и пигмента, без парафина, без токсинов, без запаха. Некоторые производители пишут, что это пальмовый воск, но у нас по документам это стеариновая кислота. Выглядит как бисер. Можно насыпать слоями, можно просто смешать, как хотите. Потом просто вставляете фитиль, поджигаете и все. И да, он действительно горит, как обычная свеча. Плавно, красиво и ярко. Когда надоест или когда прогорит, просто остатки пинцетиком поддеваете, удаляете и далее засыпаете свежий воск. Хотите такого же цвета, хотите другого цвета. Можете насыпать слоями, а можете добавить другой цвет и перемешать. Будет в любом случае прикольно. Потом просто фитиль вставляете и все, свеча готова. Можно добавлять различные отдушки, менять цвета, добавлять отдушки, наслаивать, перемешивать. Это просто как конструктор. Candela Sand – это идеальный способ попробовать себя в свечеварении. Отличный первый шаг. Тебе не нужно ничего, кроме воска и фитиля. Стаканы у тебя дома уже есть. Эти свечи можно делать и самостоятельно, и с друзьями, и даже с ребенком. Пока фитиль не вставил, это просто горошинки, бусинки. В то же время свечу можно сделать быстро и очень творчески. И при этом результат выглядит как дизайнерский декор. Намешал цвет. Выглядит офигенно. Или просто нашел прикольную бутылку, насыпал туда воск. Все, стоит, не портится, ничего с ней не происходит. Чуть-чуть потрясти, все, он снова ожил. Все, дальше она утрамбуется, нормально будет. Все, что угодно можно делать. Все, как будто я ее и не тряс. Такая же ровная, как и была. А еще Candela Sand – это отличный способ произвести впечатление на девушку. Пока она в душе, ты за 5 минут спокойно соображаешь несколько рюмок, засыпаешь туда воск и вставляешь фитили. И все, вам на полвечера хватит. Я серьезно. Это будет гореть часов 8-10. Соответственно, в рюмке, там грамм 30, она будет гореть от 2 до 4 часов. Вполне. Сразу несколько разноцветных насыпал вокруг бутылки с игристым, и вообще обалденно. Хочешь в рюмки насыпай, хочешь в такие стаканы, винные бокалы, в салатник огромный насыпи, просто несколько различных фитилей поставь. Что хочешь делай. Тут вопрос уже твоей фантазии и твоих предпочтений. Все, вставляй фитили, поджигай и все, зашибись. Она оценит, ей понравится.
Также и для любого романтического ужина они подойдут, для различных гендер-пати. У нас вот и голубой есть, и розовый есть, пожалуйста. На день рождения, на именины, на похороны у нас есть черные. На свадьбу офигенно, причем без разницы, какие у вас цвета свадьбы, там или оппозитные ищите, или под цвет свадьбы ищите. У нас все базовые цвета есть. Самый дешевый вариант 4,5 евро за 250 грамм. Этого хватит на 5-8 свечек в рюмке и на 2-2,5 таких. Из недостатков вы их с собой взять никуда не сможете, вот именно в рюмке или в бокале, если не зальете воском дно. Соответственно, если у вас нет набора для свечеварения, плавилки, воска и так далее, вы с этим не справитесь. Но не переживайте, просто возьмите пакет с воском, возьмите с собой фитили, и у вас все получится. Вы спокойно и на природе, и в гостях сможете сделать свечку. Если один цвет используете или хотите смешать, то просто сделайте это заранее и все. Придете в гости, просто рассыпите по стаканам, бокалам, фитиль вставите, и все будет хорошо. Если насыпать слоями, возьмите с собой сразу 2, 3, 4 воска, сколько вам нужно. Цвета можно наслаивать, также создавать различные узоры, играть с формами. Можно смешивать. Цвета не смешиваются в грязь. То есть эта свеча стоит уже 2,5 года. Вот как были цвета раздельные, так и остались. Ничего с ними не происходит. Они не смешиваются с другими. Вот здесь то же самое. Вот это самая первая наша тестовая свеча. Ей уже года 3, наверное. Вот до сих пор градиенты прекрасно видны. Ни один из цветов не переполз в другой, не смешался с другим. Поэтому можете не переживать, что рано или поздно у вас свеча просто, ваши эти различные слои превратятся в грязь. Нет, не превратятся. С ними все будет хорошо. Ваша свеча будет превосходно выглядеть и через день, и через 2, и через год. И даже через 3. Соответственно, просто берете и создаете арт-объекты из Candela Sand. И это все буквально за пару минут. Candela Sand отлично смотрится в прозрачных емкостях, поэтому их очень любят рестораны, фотографы и свадьбы. Отличный вообще декор, и в том числе у меня просто на окне стоит. Если оформляете интерьеры, не брезгуйте. Попробуйте, вам понравится. Притащили на фотосессию красивые банки, стаканы и так далее, насыпали по-быстрому, сделали фотки, обратно в мешки пересыпали, поехали на следующую локацию. Все, или забрали себе домой. Я часто беру свечи на различные посиделки с друзьями. Раньше брал вот в таком виде, запаивал их и таскал в готовом виде. Но потом мне это, если честно, откровенно надоело. Потому что людям все больше это нравилось, они стали сами втягиваться. Я решил поступить иначе. Я теперь таскаю исключительно воск и фитили, а свечи они делают сами. За этим очень интересно наблюдать, скажу я вам, потому что каждый раз получается абсолютно разная свеча. Сегодня такой воск попробовали, завтра такой, а давай так смешаем, а давай эдак смешаем, а давай слоями, а давай не просто слоями, а какие-то треугольники сделаем, узоры. Это просто поразительно. Приходишь на бутылку вина, в итоге полвечера вы тупо свечи делаете. Но это прикольно, это весело. Это никого не оставляет равнодушным, всем весело и вообще круче, чем настолки. Каждый из гостей может уйти с абсолютно уникальной свечой, не похожей ни на что другое и не такой, как у соседа, не такой, как у кого-то еще. Вы можете использовать отдушки и придавать свече любимый аромат. И тут вообще круто. Вы берете свечу в магазине, она пахнет одной отдушкой вся от начала до конца. Здесь ситуация совершенно другая. Даже если вы капнете там 3-5 капель, у вас отдушка не просочится в самый низ. Она все равно просочится буквально на небольшой слой. Соответственно, вот вы посидели этот вечер, у вас один аромат, на следующий день вы захотели другой.
вы просто удаляете остатки или даже поджигаете, как это сделал я, но капаете другую отдушку. Главное, чтобы слой прогорел с предыдущей отдушки, и тогда у вас получается на 1 стакан вы сможете использовать несколько разных отдушек. Главное, чтобы успел прогореть слой. Ну или просто собрали потом ложкой, отложили. Главное не забыть, какую отдушку вы использовали. Candela Scent горит так же долго, как обычные свечи. 100-граммовая свеча гореть будет от 10 до 14 часов. Для красивого стабильного горения мы рекомендуем использовать толстый фитиль, нити эдак на 50, в идеале вощеный, или деревянный фитиль. А еще толстый и деревянный фитиль дают интересный эффект потрескивания, будто костер. И да, фитили есть у нас в продаже. Помни о безопасности, свечи нельзя оставлять без присмотра, и не стоит зажигать их рядом с тканями или шторами. У нас есть две специальные коллекции – Loft и Pearl. Loft – это бетон, гранит, асфальт, и черный – лаконично, стильно, минималистично. Для тех, кому наш черный цвет недостаточно черный, у нас есть супер черный цвет. Он стоит на 30% дороже и готовится исключительно по предзаказу. На сайте его нет. Зато он чернее ночи. Если вы его хотите, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail. Серия Pearl – белый, серый, светло-золотой и темно-золотой. Сверкающие цвета будто с блестками и идеально подходят для праздников и торжеств. Эти свечи особенно круто смотрятся на солнце, при свете ламп или гирлянд. Вот как раз таки вот эта свеча – это и есть смесь светлого золота и фестиваля. Если у вас бизнес или вы хотите проводить мастер-классы, мы подготовили специальные условия для бизнеса, поэтому если вам интересно, пожалуйста, свяжитесь со мной по e-mail, я вышлю вам каталог с ценами, а также будем отправлять вам образцы. Или можете сразу заказать, сколько вам нужно. Минимум 250 грамм, максимум сколько мы отправляли. Нам без разницы, сколько отправлять, мы готовы. Мы доставляем по всему миру. А еще у нас много немигрирующих пигментов для мыла, свечей, гипса, джасмонайта. Есть краситель для бомбочек для ванны. И силиконовые формы. Все ссылки и контакты в описании к этому видео и в профиле. Если вы используете наши пигменты или силиконовые формы, отмечайте нас в соцсетях, нам будет приятно. Поделитесь в комментариях, как вам идея с насыпным воском, ставьте лайки, если вам нравится DIY контент. Подписывайтесь на канал, впереди еще очень много интересного. До встречи в следующих видео. Фарбола не мигрирует. Не переходит из одного цвета в другой, в готовом мыле, свече или другом изделии. Похоже, мы все сняли.